там что-то, какие-то другие дела, я там психолог, вот, Мгм. но вот этим летом меня что-то прям распирает, что не хочу я никакой психологии, мне надоело все это, Мгм. хочу вести медитации, вот, ну вот, я как бы знаю эти практики mindfulness, вот, ну, Мгм. конечно, есть такие переживания, что где я найду и как мне за это заплатят деньги, как-то люди не привыкли за медитации платить. Ну, вот слушаю тебя, вдохновляюсь и верю, что все у меня получится. Конечно, конечно. Мне сразу пришел пример. Знаете, есть такая девочка Ливанда, у нее брат Эллен. Может быть, ты тоже слышала. У них есть на Ютубе несколько Ютуб-каналов с медитациями. И они живут на Бали уже лет 5, и сейчас они построили себе виллы. И Ливанда, и Эллен. Две виллы такие красивые, в сторис выкладывали. Они просто записывают медитации, Наташа. Здорово. Да, Ливанду я видела в Ютубе. Все возможно. Конечно, вы понимаете, что единственный, кто вас ограничивает, это вы сами. Мгм. То есть вы можете создавать свои вселенные. Я понимаю, почему психология тебе сейчас не заходит, потому что в четверке психология не работает. Ну, то есть те, кто Мгм. думают, что психологи их вытащат, вы только закапываетесь в проблеме. Я не осуждаю, сама психолог, на минуточку, у меня социально-психологическое образование, вот, социальная педагогика, психология. Я про то, что когда мы идем в проблему, мы ее усиливаем. И когда к психологу идешь, там происходят постоянно эти раскопки. Это неплохо, не хорошо. Кому-то это тоже полезно, это тоже путь, это прекрасно. Но сейчас вот четверки реально это, ну, такой путь в никуда. Путь в никуда. Поэтому очень многие психологи идут в квантовое сознание, в медитации, в тишину, в присутствие и переходят в какие-то другие темы, и это абсолютно тоже имеет место быть. Поэтому все возможно, вообще все возможно. В тот момент, когда я уходила из бизнеса, мне тоже капец было страшно. Я много раз рассказывала, что мне было страшно, кому я там какие-то медитации. Я вон випассану прошла на тот момент раз 5. Чё я там буду, кого в тишину вести? Кто я вообще такая, чтобы людей в тишину вести? Это гуру делают, это люди там с бэкграундом делают, это только те делают. А я все равно шла в этот страх. Я всегда шла в страх. Вот с маской я пошла плавать, меня никто не учил. Там просто показали, как это сделать, и все, я нырнула, и как будет, так будет. И вы просто идете и не думаете. То есть, знаете, прикол, что такое четверка? Четвертая реальность, Лен, четвертая реальность. То есть третья реальность, 3D реальность, сейчас четвертая, да, мы в таком переменном состоянии находимся. Дальше уже пятая реальность, 5D. Вот. И когда вы идете без ума, вот, Наташа, когда ты пойдешь, Мгм. отключишь ум и Мгм. просто подойдешь там и будешь там медитации вести, там, и там, Наташа, подойдешь к девочке там и познакомишься, и просто вы идете и не думаете вообще. Так вот, я хочу, чтобы вы прямо очень мощно осознали и прочувствовали, что ключ вообще ко всему, что вы хотите в своей жизни, это тишина ума. Но нас так никогда не учили. Нам всегда говорили: ты что не думаешь, иди думай, ты что не делаешь, иди делай, и ты чего там зависла, иди там решай проблемы, иди думай и иди придумывай. Но самое интересное, как только в тишину погружаешься, все, там такой поток льется. И я помню, когда вот ушла из бизнеса, я просто сидела в медитациях, в тишине, и мне голос, как это, голос говорит: зачитай вот эту часть из вот этой книги. Я в тот момент читала Барбару Марсиняк, всем рекомендую, классная там трилогия или 4 части, классные энергетические такие послания у Барбары Марсиняк, там про а, про мироздание, про как устроен мир, ну, вообще много всего. И а, я сижу в медитации,
и мне голос говорит: зачитай эту часть из книги. Потом голос говорит: зачитай медитацию любви к себе. И я там серфю медитацию любви к себе, что-то беру из интернета, что-то свое добавляю, беру микрофончик, записываю на телефон, подкладываю видео, выкладываю на YouTube. Сколько там, ну, где-то 2000 просмотров набрала, и там на YouTube-канале начала развивать YouTube-канал. И все, и оно просто происходит. То есть ты погрузилась внутрь себя, послушала себя, почувствовала энергию, почувствовала свое внутреннее состояние, и все. И идешь, и вот идешь за неким таким зовом. То есть вы прямо учитесь постепенно через эту тишину слышать себя, слышать, как это модно говорить, высшее я, называйте как угодно, создатель. И вы идете по этому, и все. И вам не нужно даже ни на кого подписываться, чтобы следить за тем, как правильно жить. Да, там вот эта тема подписаться, смотреть как блогеры, там вот и все. И для вас это типа мотивации. Нет вообще. Себя слушайте. Идите за собой, ничего не бойтесь. Вы сами себя никогда не обманете. Ваше сердце, оно никогда вас не обманет. Ваше нутро никогда вас не обманет. Оно вас выведет на такие высоты. Просто уберите страх. Потому что страх – это ум. Все идеи, которые у тебя приходят, они уже случились. Они уже случились. Все уже реализовалось. Наташа уже познакомилась с сотней подруг. Другая Наташа уже создала YouTube, там записывает медитации с миллионами просмотров. И все уже случилось. Все уже произошло. И все, что вам нужно делать, это смотреть не в прошлое, о том, как где-то что-то, какой-то у меня опыт, а вот так вот, знаете, заслоночку такую, хоп, нет у меня никакого прошлого. А знаете, а смотреть назад в будущее. Вот это будет для вас прям, выведет вообще на другую энергию. Назад в будущее посмотрите. И самое интересное, когда ты в будущее смотришь, там всегда, блин, так солнечно. А когда ты назад смотришь, блин, ну я там сделала, меня там не оценили, ну я там вот это, у меня там не получилось, а вот это вот и вот это. И вот вы сидите в этом прошлом, и, естественно, куча страхов наваливается на этот момент, сейчас, из этого прошлого. А вот убери это прошлое, погрузись в свое будущее, поиграй с ним, поймай вот это состояние вот этого уже случившегося момента, и вот и плыви на нем, плыви на этом состоянии, без ума. Да, это работа над собой. Только так.